Kaan'la ben. Mümkün değil öyle bir şey. Ben adama sadece hizmet etmek için varım işte. Nilüfer! O minnoş lokantanızı başınıza yıkarım sizin. Kabul etmek zorunda değilsin. Eğer rahatsız olan birileri varsa sözlün anneannem falan hiç gelme. Yok. Kardeşim sen bu işi niye bu kadar ciddiye aldın ya? Ha? Benim nişanlımın parmağındaki yüzük onun kadar emsalsiz olmalı. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте посмотрим, что будет в новом эпизоде вместе. После романтического отдыха в Бурсе Каану и Нилюфер пора возвращаться в реальную жизнь. Однако этот короткий побег оставил след в их сердцах. Нилюфер чувствовала себя более умиротворенной, чем когда-либо, рядом с Кааном. Каану пришлось столкнуться с чувствами, которых он избегал годами в присутствии Нилюфер. Этот дуэт, который старался не смотреть друг другу в глаза во время их возвращения в Стамбул, но чьи сердца становились на шаг ближе с каждым взглядом, теперь снова собирается шагнуть в тяжелую атмосферу офиса. Хотя Гамзи прерывает этот роман, нападая на них без их ведома, Нилюфер и Каан не будут держаться подальше друг от друга. Каан отреагирует на попытку Нилюфер оставить Каана наедине с Гамзи и напомнит Нилюфер, что одна из ее обязанностей – не оставлять его наедине с Гамзи. Тем временем отец Каана, Четин, узнает, что бывшая партнерша Нилюфер – дочь землевладельца отеля, и увольняет Нилюфер, используя Гамзи и Джунейд в качестве предлога для увольнения. Нилюфер и Каан не знают обо всем этом и пытаются вернуть все на круги своя в Бурсе. Все пойдет не так, как они надеялись. Среди важных решений, которые принимает Каан, план уволить 50 человек, чтобы отель мог выйти из сложной ситуации. Включение имени Нилюфер в этот список шокирует всех. Хотя включение имен Нилюфер и Кахи Камиль в этот список может показаться профессиональным решением, на самом деле это шаг, который содержит более глубокие расчеты и личные страхи. Нилюфер будет убита горем в тот момент, когда узнает, что ее уволили. Она начнет сомневаться, ради чего она работает и что она защищает. Когда она в слезах выйдет из офиса, Ферид будет первым, кто ее заметит. Как всегда, Ферид, который наблюдает и интерпретирует происходящее со стороны, почувствует, что за этим стоит что-то еще. Независимо от того, что Ферид и Ая делают, чтобы добраться до Каана, Каан пытается переварить боль от столкновения с прошлым Нилюфер, касающимся ее матери, о котором она его спрашивала. Каан застынет, когда узнает, что Нилюфер уволили. Он не захочет ее отпускать, но в то же время ему придется столкнуться с ответственностью за принятые им решения. Он столкнется с Четином Беем, сказав: «Никто не может уволить моего сотрудника, не сказав мне». Между ними произойдет большой спор. Потому что Четин Бей расследовал прошлое Нилюфер и понял, что она дочь одного из бывших партнеров отеля. Четин Бей, который боится, что Нилюфер заявит о своих правах в компании, когда эта информация будет раскрыта, хочет заставить Нилюфер замолчать и дистанцироваться от нее. Четин Бей будет придумывать разные оправдания, чтобы не рассказывать своей дочери Сивель и сыну Каану правду о том, кто такая Нилюфер. Если они узнают, что Нилюфер является партнером в этом отеле, Каан поддержит Нилюфер, а Сивель не захочет дать Нилюфер то, что она заслуживает. Но Каан больше не будет молчать о таких играх. Для него важна не только работа Нилюфер, но и ее сердце. Для него Нилюфер больше не сотрудник, а человек, с которым он хочет быть. Он попытается вернуть Нилюфер на работу, противостоя всем. Тем временем Нилюфер вернулась домой и осталась одна с разбитым сердцем. Однако той ночью в Бурсе глаза и молчание Каана все еще не выходят у нее из головы. Когда она думает о времени, проведенном с Кааном, она будет скучать по нему еще больше, она захочет, чтобы он позвонил, и, возможно, она будет ожидать чуда. Действительно, если Каан позвонит ей и скажет «вернись», Нилюфер готова бежать обратно, не задумываясь. С другой стороны, как только Гамзи все узнает, она впадет в кризис ревности. Реакция Каана на Нилюфер ясно показывает, что он больше не заинтересован в ней, а в Нилюфер. По мере того, как ее планы на брак с отцом начинают рушиться, Гамзи станет еще более агрессивной и не сможет скрыть свой гнев по отношению к Нилюфер.
Каан впервые приблизится к тому, чтобы выразить свои чувства в разговоре с Феритом. Когда Ферит спросит: «Ты влюблен в эту девушку?», он ответит: «Я не влюблен, но мне хорошо, когда я с ней», и впервые выразит смятение в своем сердце. Ферит уже понял, что эти слова – предвестники настоящей любви. Нилюфер и Каан часто будут хвататься за свои телефоны в эти дни, когда они будут вдали друг от друга и теряться в фотографиях, которые они сделали вместе. Каждый из них будет неполным без другого. Та искра, которая только что упала в их сердце, будет расти еще больше с разлукой. Бегюм, с другой стороны, впечатлена интересом Ферита, но она отступит, когда узнает о его прошлых флиртах. Однако на этот раз Ферит захочет не играть в игры, а по-настоящему любить. Отстраненное и осторожное отношение Бегум еще больше повлияет на Ферита, и он попытается предпринять шаги к серьезным отношениям с ней. Бегум покажет, что она нелегкая цель, но она не отвергнет Ферита полностью. На фронте Аху и Бахи продолжается темная и тайная любовь. Баха продолжит обманывать Севель и продолжит свои отношения с Аху. Пока Аху продолжает эти отношения и думает, что все скоро станет официальным, Севель также начнет думать, что Баха теперь верен ей. Правда подобна бомбе, готовой взорваться в руках Нихата. Нихат примет меры, чтобы раскрыть ложь Бахи, рассказать все Севель и доказать ей, что он – настоящая любовь. Пятый эпизод «Даблрум» стал эпизодом, в котором любовь, утрата, борьба, ревность и внутренние противоречия достигают своего пика. Отношения между Кааном и Нилюфер – это уже не просто деловая дружба, а история, в которой два сердца молча, но крепко связаны друг с другом. И то, что произойдет с этого момента, определит будущее не только отеля, но и сердец. На данный момент мы подошли к концу очередного анализа. Вы можете поделиться своими ценными мнениями в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления для новых видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.